Друзья, всем привет! Финальная серия итальянской мужской волейбольной суперлиги продолжается, а значит, что я продолжаю ее обозревать. Первый матч на площадке Перуджи завершился победой Лубичи Витановы со счетом 2-3. Смогли ли подопечные Николы Гербича взять реванш, или же Джан Лоренцо Блинджини и его банда повели в серии 2-0? Сейчас мы это и выясним. Так что, как обычно, не будем больше тянуть, поехали! Первый матч серии подарил нам достаточно неоднозначные эмоции. Вроде мы и получили 5 сетов, но с другой стороны, интриги они нам почти не подарили. Так что очень бы хотелось, чтобы этот матч стал достойным финала. Первый игровой отрезок определенно оставлял на это надежды, ведь команды шли достаточно плотно по счету, где ключевым игроком стал доигровщик клуба Ян Террера, что реализовал несколько брейковых мячей в концовке. Подающие гостей ничего придумать не смогли, так что этого отрыва оказалось достаточно для победы в сете. Серия подач Ивана Зайцева на старте второго игрового отрезка настолько затянулась, что Симон Джанелли решил, что необходимо брать все в свои руки. Глядя на текущий уровень нападения Леона, создается впечатление, что доигровщик наконец-то начинает приходить в оптимальную форму. А вот фееривший в предыдущей партии Янт выполнил неудачную серию атак, в ходе которой Перуджа набрала 6 очков подряд. Поэтому вновь за дело пришлось браться неудержимому Симону. Ведь на данный момент блокирующие Перуджи так и не смогли разгадать стилистику нападения кубинского центрального. Хотя в решающую часть игрового отрезка хозяевам приходилось входить без своей главной движущей силы. Но за неудачное начало решил исправиться Ян Террера, что забил важнейший мяч и подал эйс в концовке. Чтобы рассчитывать на победу, гостям было необходимо создавать трудности за счет своей подачи. Ведь пока хозяева справлялись с приемом, Дечека без доли сомнения отправлял мяч в центр сетки. Джанелли был вынужден больше полагаться на своих крайних нападающих, которые забивали с переменным успехом. Поэтому вновь Перуджи приходилось рассчитывать лишь на подачу, где все было далеко не так гладко. В связи с чем третий сет уходит в том же направлении, что и предыдущие два. 25-22 и 3-0. Можно проводить массу сравнений и искать причины, почему Лубичи Витанова оказалась сегодня сильней, но, как мне кажется, все было на поверхности. Про что идет речь? Конечно же, про подачу. Ярким примером того, что у хозяев сегодня шло в этом элементе, является Иван Зайцев, который выполнил больше подач, чем попыток в нападении. Соответственно, и очков он эйсами набрал больше, чем забил после передач Дечека. Благодаря более качественному приему, связующий Лубы мог чаще подключать к атаке центральных, и пока их игнорировали блокирующие Перуджи, они с легкостью набирали очки. А как только на них начинали сдваиваться, то аргентинец тут же пасовал в край, где нападающие с легкостью вколачивали мяч в площадку на одиночном блоке. Но и сыгранность Дечека и Симона также достигает космического уровня. Особенно впечатляют эти передачи в сторону, после которых центральный отпрыгивает и остается в стороне от блока. Про это я уже говорил в разборе кубинца, так что если вы еще его не смотрели, то обязательно исправьте данное упущение. Самым результативным игроком матча стал Камиль Рыхлицкий, записавший себе в актив 17 очков. Чем отметились остальные участники встречи, вы, как обычно, можете посмотреть на ваших экранах. Ну что ж, Лубичи Витанова повела в финале уже 2-0, так что 8 мая в случае победы подопечные Джан Лоренцо Блинджини могут праздновать очередную победу в чемпионате. Так что обязательно подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обзор этого матча. Ну и также не забывай поставить лайк под этим видео, ведь я очень стараюсь держать тебя в курсе всех волейбольных событий. Ну а с вами, как обычно, был Николай Иванов. Любите то, что вы делаете, и все у вас обязательно получится. Скоро увидимся, пока!